Приветствую вас, дорогие друзья, на канале «Где правда?». Кто впервые попал на этот канал, добро пожаловать. Не забывайте подписываться и делиться роликами со своими друзьями. И, во-первых, вас с Новым годом, с Рождеством Христовым. И поехали наша ежедневная рубрика «Вести с полей». Польша, как вы знаете, уже обращалась напрямую сначала к Германии, просит репарации за Вторую мировую войну. Германия послала их лесом. Потом они обратились к ООН, к французам, ко всем они уже в Европе, ко всем они обратились, чтобы помогли с репарациями. Ноль внимания от всех. Теперь они уже дошли до своих непосредственных начальников, командиров, руководителей, до Америки. И они уже просят у американцев, чтобы те посодействовали во возвращении репараций. Они говорят, вы следите за глобальным порядком, американцы, и просим вас посодействовать за небольшой откат. Как мы помним, общая сумма репараций 1 триллион 300 миллиардов долларов. Вот столько они хотят от Германии. Что они с этими деньгами хотят делать, я, честно сказать, не в курсе. И, похоже, никто не в курсе. Они сами даже не знают, что с такой кучей денег можно сделать. А Грузия отказалась возвращать комплексы ПВО под названием БУК Украине. Украина потребовала, говорит, верните наши БУКи. Они сказали, а с какой стати мы вам должны возвращать? Мы у вас их купили за много миллионов долларов. А теперь вы просите, чтобы мы вам просто так их вернули? Они сами нам нужны. И теперь немножко Украина на них плохо смотрит, что они их обидели кровно. И вот такая информация из России пришла. Хотя я, если кто не знает, я делаю обзоры на украинскую и зарубежную прессу. Российскую прессу я не трогаю абсолютно, ею занимаются другие блогеры. Но я не мог обойти вот одного бунтовщика, арестовали в России, который подбивал людей к бунту. Это еще мобилизованный, он там из себя строил даже везде, наверное, везде ролики. И вот он, да, как сказать, горластый очень был такой бунтовщик. Вот такими бунтовщиками надо коротко и ясно их убирать просто. Это вот, как я уже тоже давно до этого говорил. Вот эти бунтовщики еще в 1905-1914, когда была Первая мировая война, вот такие бунтовщики, они сделали так, что русский царь отказался от престола. И вот из-за этих бунтовщиков произошла революция. И чтобы сейчас этого не было, таких надо сразу изолировать. Этого изолировали на 5,5 лет за его такое горлопанство. Создание паники. Еще никуда он не дошел, они еще тренируются, а он уже орет и из себя строит. Я, говорит, буду крушить вас, весь штаб. Ты кто такой? Рядовой, мастер спорта, он говорит, я. Ударил даже подполковника. В военное время, если он находился там бы, на передовой, в военное время, за такие дела сразу к стенке. Вообще ужас какой-то. Правильно сделали, что его изолировали из общества. А в Америке сейчас хаос в компьютерной системе авиационных перевозок. Более 8 тысяч рейсов отложили. Вся Америка стоит. Более уже 2000 рейсов вообще отменили. Люди спят в аэропортах везде по всей Америке. Это случается постоянно на Новый год. Вот перед Новым годом, перед Крисмосом, когда это лучше вообще никуда не ехать.
лучше оставаться, куда-то поближе ехать, отдыхать. Многие хотят ехать в Европу, еще куда-то. И вот получается, многие на 3-4 дня задерживаются. Кто-то в аэропорту спит эти дни, кто-то еще где-то. Никому никаких отелей не предоставляют, хотя должны предоставлять. Ну вот сейчас такой хаос в Америке. Компьютерная система кто-то хакнул. Ну, естественно, на кого еще можно? Кто виноват? Русские хакеры виноваты. Больше никто в этом виноват не может быть. И вот следующий у нас Украина пока не станет членом ЕС и членом НАТО. Потому что, во-первых, на той территории, та страна, которая хочет вступить в ЕС или в НАТО даже, оно должно не находиться в состоянии войны. Сейчас Украина находится. И поэтому их никуда не примут. Хотя они им обещали, в прошлом году еще говорят, вот весной 23 года, говорит, мы вас будем уже обсуждать этот вопрос. Этот вопрос опять задвинули. И вчера, кто знает или не знает, я не знаю, я тоже сегодня только что узнал, вчера был «Золотой глобус», и где выступил, естественно, президент Зеленский. Его представил Шон Пенн, вы знаете, такой это известный артист, он уже даже, оказывается, несколько раз приезжал на Украину. И вот он его, Зеленского, представил, и Зеленский толкнул речь. Он любит же толкать речи. И вот он вчера толкнул речь, что опять они воюют. Но он всех успокоил, что Третьей мировой войны не будет. Потому что в ближайшем весной 23 года победа будет за украинцами. Ну, пообещал. Пообещать не значит жениться. Пообещать можно все. Такой есть секретарь безопасности на Украине Данилов. И вчера опубликовали, или сегодня, это у нас, у вас уже будет сегодня, вчера, не имеет значения. Сегодня опубликовали данные по зарплате за 22 год этого Данилова. И у него вышла зарплата, он декларирует 1 миллион 200 тысяч гривен. Сюда включено у него, хотя начальная зарплата, как они говорят, 15 тысяч, плюс 300% за его усердную работу, плюс еще что-то, и получается около 150, где-то 100 тысяч, грубо говоря, получается в месяц. Это как бы декларированная заработка. И это еще мало. Его помощники, они заработали на 500 тысяч больше, это 1 700 000 гривен, а другой миллион 300 тысяч. В то время как пенсии на Украине 3000 гривен. Это около $50. Ужас, короче. Это 3000 в год, получается 33 тысячи. Сколько? $600 люди получают в год. Пенсия на Украине. Но очень интересный вопрос. Когда Украина присоединится к ЕС, ихняя пенсия должна быть соотносительно европейским стандартам. Вот это очень интересный вопрос. Значит, должна быть тогда, если они захотят на евро перейти, если они вообще их возьмут. Об этом, наверное, еще даже не думали. Не знаю. Это под большим вопросом.
и министр интеграции оккупированных территорий Украины. Есть такая должность на Украине. Но это они считают вот эти территории, которые Россия забрала. Они их считают оккупированным, украинцы. И оттуда много кто не захотел жить там, в России оставаться. Они переместились, как перемещенные лица они, на Украине. И вот это министр вот этой интеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, она призвала беженцев идти искать работу, а не сидеть на пособии. Пособие там небольшое, и они говорят: давайте идите работать, мы не собираемся вам платить никакой дотации. А в то время некоторые перемещенные лица имеют право на дотацию, на суды, которые предоставляет Франция. Какая-то из французских организаций, которые помогают деньгами Украине. Вот они решили тоже вот перемещенным лицам дать какую-то сумму. Эта сумма, общая сумма 6500 гривен, разделенная на 3 части. В течение 3 месяцев, каждый месяц можно получать 2200 гривен. И там специальные требования, кто может получить. А похоже, там никто ничего не сможет получить, все это кому-то уйдет, как обычно, в карман. Да. Ага, интересно, тут там. Ну, сейчас уже у нас начинается разговоры. Что-то мне неудобно сидеть. Какое-то новое кресло взял, но оно неудобное. Да, в июне будет это информация от украинского самого продвинутого звездочета. Его имя, все вы знаете его, Влад Рос. И значит, что он пишет дословно? Победа будет примерно у Украины примерно в июне 23 года. Буквально через полгода. И для Украины будет благоприятное расположение звезд. Уран войдет в 4-й дом гороскопа Украины, дом независимости. А 12 июня это прекрасный аспект между Юпитером и Сатурном. Секстиль называется такое, когда Юпитер и Сатурн, они, получается, секстиль. А Плутон вернется из Водолея в Козерог в День независимости России. И как раз это очень хорошее состояние звезд. И вот поэтому 10-13 июля будет капитуляция. Россия капитулирует. А перед этим уже то же самое, они раскинули свои кости, вот эти звездочеты, что Путин уже все. Вот то, что я прочитал, я читаю, думаю, вот эти звездочеты, у них что-то не то вообще с головой, мне кажется. Вот какая-то вот бредятина, вот читаешь, и бредятина вообще полнейшая. Как по звездам можно что-то вычислить? Я, честно сказать, никаким звездочетам не верю. Я верю реальности. А реальность такова, что все будет прекрасно, победа будет за нами. Солидар уже российские войска взяли, а именно ВЧК Вагнера, музыканты, они работают.
И сейчас там очень холодно. Многие украинцы уже начали, ВСУ начали сдаваться. Уже за сегодняшний день только сдалось более 300 человек. Это только в одном месте. А там их очень много. Тысячи там. Огромная территория. И вот буквально пару дней, и все будет ясно. Потому что все они прячутся в катакомбах. А катакомбы не оборудованные, как были в Азовстале. Просто катакомбы и все. Там не теплее. Кто-то говорит, ну там немножко теплее. Там не теплее. Наверху, если 15-20, с ветром еще может быть 25 минус, то внизу в катакомбах еще холоднее. Так что скоро будет развязка с этим Солидаром и Бахмутом в том числе. Вот такие дела, дорогие друзья, были сегодня. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Это был Юрий и канал «Где правда?».